Всем привет! Такой вот у нас есть образец страшненький, и мы хотим его, он старый, страшненький такой, можете поближе его посмотреть, хотим его исправить. И так как здесь уже нанесена венецианская штукатурка, то давайте ее же и будем наносить. Смотрим нанесение. Первый слой мы покрасим после того, как мы немного зашкурили поверхность стены, или образца в данном случае. Зашкурили для сцепления, загрунтовали и красим. Краска влагостойкая подложечная, вот такого яркого цвета. Окрашиваем от угла до угла, полностью все стены, углы, верха, низа кистью, остальное валиком с мелким ворсом примерно 4-6 мм. После того, как вы окрасили, около 4 часов примерно сохнет краска. Где-то 2, где-то 4, где-то 6, может быть, часов. В зависимости от влажности в помещении. Ориентируйтесь на 4 часа. Если опыта нет, значит вообще оставьте до завтра. Покрасили и ждем высыхания. Полностью высохла краска. И на нее мы наносим тоненький слой венецианской известковой штукатурки. На первом слое в нем есть чуть небольшое зерно. Эти царапки на первом слое можно оставлять. Ничего страшного. Последующими слоями это все перекроется. Мы наносим известковый мармарин. Тонкий слой нанесем и сохнуть оставим? Да. Он как бы шпаклевочный. Это первый шпаклевочный, первичный слой. Первичный тонкий слой без рисунка. Да, Просто однородный слой. На подсыхание его подожмем. А царапку можно? Специально оставлю. Специально оставим царапку. Для педантичных зрителей. На подсыхание, когда штукатурка подсохла немного, мы ее приглаживаем. Приглаживая кельмой или шпателем, мы уберем острые края. Ребра вот эти от кельмы. За счет того, что в мармарине и известковом есть немножко зерна, и получаются вот такие ребрышки. Вот поджимая штукатурку, мы эти ребрышки загладим. Наносим второй слой. По первому высохшему слою наносим уже колерованную. Цвет выбираете сами, какой вам нравится цвет. Я вот вам что могу сказать? Мы же очень часто экспериментируем. То есть мы зачастую даже не знаем, что у нас получится. Что-то выбираем, подбираем, экспериментируем, и снимаем это для вас, что получится. Кому-то, может быть, пригодится. Наносим крестообразно или каким образом? Протяжечки пока. Угу. Горизонтально? Пока да. А наносим сплошной слой или... Сейчас мы будем смешивать цвета, чтобы было интереснее. Чуть-чуть небольшой замес делаем, чтобы поиграть цветами. Зелененький взяли? Да, чуть тусанули чуть-чуть его, чтобы было интереснее. Цвета перемешиваем пока сырое. Когда вы наносите два разных цвета, и в пути они у вас перемешиваются, два абсолютно разных цвета, то получается такой плавный переход, он не выглядит полосами, а именно
логичный такой переход. Сырое на сырое вмешиваем. Мы в промежутках между простыми вариантами нанесения показываем что-нибудь интересное, что-нибудь необычное, скажем так. Сейчас его будем поджимать. Ну, такая как акцентная стена получается. То есть этот материал известковый. Его можно загнать в глянец. Ну, как раз мы это сейчас и сделаем. Всегда корректировка в процессе. Возможно, большая дымку можно положить. Ну и тем самым нижние слои все у нас выявляются, оттенки при поджимании. То есть его можно загнать в полный глянец, как любую венецианку, так и известковый мармарин. Но мне вот на самом деле вот это смешивание цветов очень нравится. То есть добиться... Да. А теперь еще, смотрите, кому что нравится. Мне, например, нравится вот этот участок. Вот на вкус и цвет вообще нет товарищей. Ни одного. Ни одного товарища нету. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, это не значит, что это не нравится другим. Давайте вот на этом и остановимся. Если это не нравится одному, то не равно, что это не нравится другому. Мне нравится вот этот участок. Я бы хотела, чтобы их здесь было прямо много. Вот. Кельму в руки и делайте, что нравится, как говорится, да? Ну да, то есть получается, что мы вообще стараемся снимать на широкую аудиторию. Не всем нравится повальный шелк, кому-то нравится замша, кому-то бархат, кому-то травертин. И все разные способы нанесения. Стараемся как можно разнообразнее, чтобы был наш контент. На самом деле вся хаотичность, вся природность нравится Испании, Бразилии, Италии. Ну, это судя по откликам, по отзывам. Нам много пишут и из США, из Бразилии, где приобрести товар, как его нанести, просят переводов. Таким образом полируется штукатурка до блеска.
Так, сейчас я вижу осень и идет косой дождь. Смешно. Кто видит осень со мной, поставьте лайк. За окном как раз осень. Да, за окном осень и местами снежок, чуть-чуть уже. Снежка. И такой дождь. А, вопрос был, почему в маске? Потому что мы находимся в торговом центре пока. Да. Там же тебе написали, что надо две. Одна не работает, надо две маски одевать. Так, а это снег с дождем. Птицы улетают в теплые края. Тебе это... Много птиц Тебе улетает. Вызовут этих. Врачей, думаешь, меня вызовут? Врачи заняты сейчас, я могу смело говорить. Врачи сейчас заняты, им не до меня сейчас. Потом они меня отловят чуть попозже. Все, ждем. Чуть-чуть завяливания. Подрезаем следующим этапом. И поджимаем и железним. А давайте, знаете, что сделаем? Вот птички полетели у нас, да? Вы это пригладили уже? Мы подрезали и чуть-чуть Ага. зажимаем. А давайте снег сюда добавим. Беленький вот такой. Кто согласен, ставьте лайк. У нас такая осень, значит. Листья облетели. Идет косой снега с дождем. И у нас теперь снег внизу такой же вот. Снежок пусть ляжет. Смотрите такой момент. Когда начинаем полировать штукатурку декоративную, некоторые материалы, когда вот типа венецианская штукатурка или на известковой основе, при полировке они стают темнее. Верхушки, видите, темнеют.
полируем до такой степени, чтобы вам нравилось. То есть вы можете смотреть сбоку, и это очень хорошо видно сбоку, когда материал начинает блестеть. И надо ли вообще, чтобы он блестел, вы для себя решите. Смотрите сбоку. Еще, когда полируем материал, мало того, что становится темнее, он еще и придает такой 3D-эффект. Видите? Начинаешь полировать, верхушка становится темнее на толстом слое. То есть чем гуще слой, в этом месте будет утрамбовываться и темнеть. И тем самым создается такой 3D-эффект. Ну, мы надеемся, что это видео тоже понравится многим нашим зрителям, а также новым посетителям канала. И мы рассчитываем на ваши лайки, на вашу поддержку, потому что именно для этого мы и работаем. Дальше мы его покроем воском, ну и на этом все. Давай эмку. Покрываем воском прозрачным, матовым. Это воск-база. После высыхания он станет абсолютно прозрачным и матовым. Мы тем самым просто защищаем поверхность, не придаем ей никакой там дополнительный эффект какой-то. Защищаем. Воск наносится либо с помощью валика, либо с помощью кельмы. Также можно его наносить, кому как нравится, кому как удобно. Здесь нет каких-то критериев. Он достаточно густой, чтобы нанести его кельмой. Достаточно густой. С кельмы он не стекает. И он достаточно жидкий, чтобы нанести его валиком. Например, воск, как парафин, он же не нанесется валиком, да? А это восковая эмульсия. Он хорошо и под то, и под другое, под любой инструмент. Что мы делаем сейчас? Мы убираем разводы от валика. Так как материал у нас очень тонкослойный, особо воску впитываться некуда, и он оставляет такую шагрень. Мы ее сейчас убираем. Ну вот вам и картина. Такое творение. Почему бы и нет? Дома для себя. Ну и назовем мы ее осень. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и всем пока!